Вспышка-гигант. Это случилось совсем недавно. Рекордная солнечная вспышка настолько мощная, что ученые с тревогой заговорили о возможности солнечного апокалипсиса. Спутники зафиксировали выбросы энергии, которые просто вышибли из шкалы обычных показателей. Астрономы всего мира следили за Солнцем, затаив дыхание, такого они не видели много десятилетий. Но что пугает больше всего? Не сама вспышка, а то, что она лишь начало. Эта вспышка была зарегистрирована как X87. Это официальная классификация силы. Для понимания, это в 1000 раз больше энергии, чем та, что выбрасывается в обычных солнечных событиях. Гигантский выброс корональной массы понесся в сторону Земли со скоростью почти 1,5 миллиона миль в час. И хотя наша планета получила лишь краешек этой огненной волны, последствия уже начали проявляться. Невероятные данные пришли с японского спутника Хиноды и американской обсерватории Solar Dynamics. На поверхности Солнца произошел коллапс магнитных линий, который спровоцировал взрыв колоссальных масштабов. Ученые говорят, что такая активность — тревожный сигнал, что текущий цикл Солнца достиг пика. Но что же это значит для нас, простых людей, здесь, на Земле? Оказывается, намного больше, чем мы думаем. И вот здесь начинается самое интересное. Одна вспышка — это лишь разогрев. Солнце просыпается. Циклы активности повторяются каждые 11 лет. И сейчас, в 2025 мы находимся как раз на пике. Проблема в том, что предыдущие циклы были довольно слабыми, а значит, современное человечество банально отвыкло от настоящих солнечных штормов. Что же уже случилось на Земле? Какие первые тревожные сигналы начала ощущать наша планета? Земля под ударом. Как только солнечная буря достигла магнитосферы Земли, планета буквально загудела. Первые сигналы пришли с арктических станций. Полярные сияния вспыхнули на таких широтах, где их не видели никогда, даже над южными штатами США и на юге Европы. Люди выкладывали завораживающие снимки в соцсети, даже не подозревая, что за красотой скрывается угроза. Магнитные возмущения вызвали помехи в радиосвязи на высоких частотах. Пилоты авиалайнеров сообщали о сбоях навигации. Некоторые спутники временно перешли в режим спящего ожидания, чтобы избежать перегрева оборудования. Инженеры в НАСА и Европейском космическом агентстве работали в авральном режиме, проверяя, не выбьет ли вспышка орбитальные аппараты из строя. На Земле ощущались короткие сбои в электросетях, особенно в Канаде и на севере США, где линии электропередачи наиболее уязвимы к магнитным бурям. Хотя на первый взгляд все выглядело как кратковременные помехи, специалисты понимали, это лишь разминка. Самое тревожное — это скорость, с которой меняется ситуация. Если бы вспышка пришлась прямо на Землю, ущерб был бы многократно выше. И ученые открыто признают, мы сегодня избежали удара просто по везению. Но что произойдет, если следующая волна солнечной ярости попадет прямо в нас? Мир стоит на грани понимания, что наши технологии куда слабее, чем мы привыкли думать. И вот тут начинаются самые неприятные открытия. Слабое место технологий. Солнечные вспышки опасны не потому, что сожгут нас физически, а потому, что они бьют по самому хрупкому элементу нашего мира — электричеству. Современная цивилизация — это гигантская сеть, переплетенная кабелями, микрочипами, антеннами и спутниками. И все это невероятно уязвимо к магнитным бурям. Начнем со спутников. Они в буквальном смысле принимают удар на себя, ведь находятся за пределами защитной оболочки Земли. Сильная буря может вывести из строя датчики, повредить солнечные панели, сбить с курса. Уже сегодня операторы связи и интернет-провайдеры начали фиксировать отклонения в работе систем. Теперь спустимся на Землю. Электросети — это громадные трансформаторы, провода, подстанции, которые могут перегреться от лишнего тока, наведенного магнитным полем. Вспомни Каррингтоновский инцидент. Тогда телеграфные линии искрились и загорались. А теперь представь, что то же самое происходит с современной сетью, питающей города и страны. Навигация, GPS, радиосвязь, авиация, морские перевозки — все это зависит от стабильного сигнала, который может исчезнуть или исказиться во время мощной солнечной бури. Пока мы сидим в теплых квартирах, системы связи работают на пределе, стараясь компенсировать помехи. Но ученые признают, ресурсов хватает лишь на относительно слабые бури. Настоящий удар станет катастрофой. И все же это не первый раз, когда человечество сталкивается с солнечным гневом. Есть исторический пример, который показывает, насколько разрушительными могут быть эти события. И это уже не гипотеза, а зафиксированный факт. История предупреждает. Сентябрь 859 года. Самое мощное солнечное событие за всю историю наблюдений — Каррингтоновский инцидент. Тогда вспышка настолько сильно ударила по Земле, что телеграфные линии загорались, а полярные сияния видели даже на Карибах. Ученый Ричард Каррингтон, который наблюдал за Солнцем, зафиксировал гигантское пятно и последующую вспышку, а спустя считанные часы Земля ощутила удар. Магнитные стрелки скакали, компасы сходили с ума, телеграфисты получали разряды тока от аппаратов.
Представь себе, если бы такое случилось сегодня, когда мы полностью зависим от электроники. Ученые считают, что события масштаба Каррингтона происходят раз в несколько сотен лет. Но есть проблема, никто не знает, когда будет следующий раз. Более того, исследования ледяных кернов показывают, что в прошлом были еще более мощные события, которые могли бы полностью обесточить современный мир. На фоне растущей солнечной активности прошлые катастрофы становятся не просто любопытными страницами истории, а настоящими предупреждениями. Вопрос лишь в том, готовы ли мы услышать это предупреждение или будем ждать, пока часы добьют свой тревожный отсчет. Часы тикают. Солнечная активность растет. Мы находимся в 25-м цикле, который официально считается самым активным за последние 40 лет. Это значит, что Солнце в буквальном смысле разогревается, и каждый новый выброс становится сильнее предыдущего. Ученые НАСА, NOAA и Европейского космического агентства выпускают регулярные предупреждения. За последний месяц количество солнечных пятен удвоилось, а скорость выбросов корональной массы достигла рекордных значений. Это не просто случайные колебания, это четкий паттерн, связанный с цикличностью Солнца. Что это значит на практике? Мы вступаем в период, когда крупные солнечные бури могут происходить регулярно. Каждое такое событие — это новая проверка систем на прочность, новая угроза для спутников, энергосетей связи. Прогнозы показывают, пик активности придется на вторую половину 2025-го. Это значит, что нас ждут месяцы, полные тревожных сигналов и новых испытаний. Но самое главное, мы до конца не понимаем, как именно поведет себя Солнце. Да, есть модели, есть расчеты, но природа всегда оставляет за собой право удивлять. И, как ни странно, самое загадочное впереди. Потому что, чтобы понять, что нас ждет, нужно заглянуть в самое сердце солнечной стихии. Как рождается буря? Чтобы понять, что такое солнечная буря, нужно заглянуть на поверхность Солнца. И даже чуть глубже. Там под кипящими слоями плазмы бушуют мощные магнитные поля. Они скручиваются, рвутся, смыкаются снова, и вот в какой-то момент происходит катастрофический разряд. Это и есть солнечная вспышка. Но вспышка — только часть истории. Самое опасное начинается, когда происходит выброс корональной массы. Огромный клубок заряженных частиц и магнитных полей, который мчится в космосе со скоростью до 1 миллиона миль в час. Когда этот поток достигает Земли, он ударяет по магнитосфере, естественному щиту нашей планеты. Важно понимать, что эти процессы нельзя остановить. Они происходят из-за того, что Солнце — живое, меняющееся тело. Его пятна — это зоны сконцентрированной магнитной энергии, которая ищет выход. Чем больше пятен, тем больше вероятность мощных вспышек. И сейчас, по словам ученых, количество пятен на Солнце бьет рекорды последних десятилетий. Есть ли способ предсказать, какая вспышка станет критической? Увы, точных прогнозов пока нет. Мы можем наблюдать пятна, измерять поля, строить модели, но момент, когда Солнце решит выстрелить, до сих пор остается загадкой. И это значит, что каждый день может стать началом новой бури. Интересно, что происходит, когда этот удар достигает Земли. Почему одни вспышки проходят незаметно, а другие вызывают хаос? Здесь важно понять, как устроен наш защитный щит. Щит Земли. Магнитосфера Земли — невидимый, но мощный барьер, который защищает нас от потоков солнечного ветра. Она действует как гигантский щит, отклоняя заряженные частицы и распределяя их вокруг планеты. Именно благодаря магнитосфере мы не варимся под радиационным обстрелом, как, например, Марс. Но этот щит не идеален. Сильные выбросы могут пробивать его, вызывая геомагнитные бури. Именно тогда появляются ярчайшие полярные сияния, нарушается работа связи и спутников, а на поверхности индуцируются токи, которые могут перегружать электросети. Ученые внимательно изучают, как работает магнитосфера, ведь это ключ к пониманию последствий солнечных бурь. Например, направление магнитного поля выброса имеет значение. Если оно противоположно земному, взаимодействие становится намного мощнее. Так что даже если вспышка огромная, но магнитное поле неудачно направлено, последствия будут минимальны. Однако угадать заранее, каким будет поле, почти невозможно. Это как пытаться предсказать, где точно ударит молния в грозу. А еще важно помнить, что даже с магнитосферой Земли есть зоны, где защита слабее. Например, полярные регионы, где линии поля сходятся. Именно там чаще всего происходят сбои. И именно туда устремляются потоки солнечного ветра. Но влияние ощущают не только на поверхности. Есть те, кто рискует напрямую. Опасность для людей. Солнечные бури влияют не только на технику, но и на людей, особенно на тех, кто находится в незащищенных зонах. Астронавты на орбите,
Первая группа риска. Мощный поток заряженных частиц может пробить корпус космического корабля или станции, подвергая экипаж радиации. Во время вспышек экипажи МКС переходят в специально защищенные модули и снижают активность. Авиация — еще одна уязвимая отрасль. Самолеты, летающие через полярные маршруты, подвергаются большему радиационному воздействию, а сбои связи и навигации могут создать серьезные проблемы. Уже сейчас авиакомпании изменяют маршруты некоторых рейсов из-за магнитных бурь. На поверхности Земли люди защищены атмосферой и магнитосферой, но есть исследования, связывающие магнитные бури с обострением сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя прямого подтверждения пока нет, ученые внимательно изучают этот вопрос. Кроме того, солнечные вспышки могут нарушать работу медицинского оборудования, особенно в отдаленных районах, где связь там с сетями нестабильна. Но, пожалуй, самая большая опасность не для отдельных людей, а для всей инфраструктуры, на которой завязан наш мир. Когда системы начинают сбоить, это может запустить эффект домино. Глобальные сбои. Что произойдет, если солнечная буря уровня Каррингтона ударит по современному миру? Ученые моделировали такие сценарии, и результаты пугающие. Первое, что рухнет — энергосети. Огромные токи, наведенные магнитным полем, перегревают трансформаторы. Восстановление поврежденных узлов может занять недели и даже месяцы. Следом выходит из строя спутниковая навигация. Без GPS останавливается авиация, морские перевозки, нарушается логистика грузов. Финансовые системы завязаны на точное время, которое обеспечивают спутники. Сбой там грозит крахом бирж. Связь — еще один уязвимый сектор. Пропадает интернет, телефонная связь, радиоканалы. Острова, удаленные регионы, полярные станции первыми оказываются в изоляции. И это только верхушка айсберга. В современном мире почти все завязано на электронике. От банковских операций до водоснабжения, от транспортных сетей до медицинского оборудования. Глобальная буря может запустить каскад сбоев, который приведет к хаосу. Что самое тревожное? Несмотря на все эти угрозы, реальных планов по защите пока крайне мало. И хотя ученые работают над прогнозами, риск остается высоким. Но кто сейчас на передовой этой борьбы? Спутники на грани. На орбите вокруг Земли кружат тысячи спутников. Метеорологических, навигационных, коммуникационных. Все они на первой линии фронта в борьбе с солнечными бурями. Когда вспышка достигает орбиты, спутники подвергаются обстрелу из заряженных частиц. Это может повредить солнечные панели, вывести из строя электронику, сбить ориентацию. Некоторые аппараты переходят в спящий режим, чтобы пережить бурю, но даже это не всегда спасает. Последняя мегавспышка уже вызвала отклонения в работе ряда спутников. Компании вынуждены корректировать орбиты, чтобы избежать столкновений, ведь даже малейший сбой может привести к катастрофе. Кроме того, солнечные бури усиливают атмосферное сопротивление, что снижает высоту орбит низколетящих спутников. Это значит, что аппараты быстрее сходят с орбиты, иногда неконтролируемо. Спутниковая навигация, интернет из космоса, наблюдение за погодой, связь — все это становится уязвимым в моменты солнечных бурь. Ученые пытаются разработать более стойкие системы, но пока главным оружием остается лишь прогнозирование. И здесь возникает вопрос. А можем ли мы вообще защититься? Или нас ждет что-то, с чем современная наука пока не умеет справляться? Аномальные сияния. Когда люди на юге Техаса или в Риме смотрят ночью на небо и видят зеленые, красные и фиолетовые полосы, они не верят своим глазам. Полярные сияния, которые обычно можно наблюдать только вблизи Арктики или Антарктики, вдруг спускаются на широты, где их не должно быть. Эти аномальные явления – прямой результат мощных солнечных вспышек. Заряженные частицы, достигшие верхних слоев атмосферы, сталкиваются с атомами кислорода и азота, заставляя их светиться. Чем сильнее буря, тем шире география сияний. Для ученых это красивый, но тревожный знак. Чем ниже опускаются сияния, тем мощнее была солнечная атака. Последняя вспышка вызвала сияния, зафиксированные даже в центральной части Соединенных Штатов. Такого не видели несколько десятилетий. Социальные сети взорвались фотографиями и видео, но большинство людей даже не подозревало, что за этой красотой скрывается угроза. Для ученых же сияние — индикатор того, что магнитное поле планеты переживает серьезное напряжение. Интересно, что в прошлом подобные явления часто воспринимались как знамения или предвестники катастроф. И, возможно, не зря. Потому что за игрой света в небе часто следуют очень реальные земные проблемы. Прогнозы на будущее. Что же говорят ученые о будущем солнечной активности? К сожалению, прогнозы неутешительны. По данным НАСА, пик солнечного цикла 25 придется на вторую половину 2025 и может затянуться до начала 2026. Это значит, что впереди долгие месяцы повышенной активности, частых вспышек и бурь.
Компьютерные модели показывают, что вероятность мега-вспышки, сопоставимой с Каррингтоновским событием, составляет около 12% за ближайшие 10 лет. Это звучит как низкий шанс, но с учетом масштаба последствий, слишком высокий риск, чтобы игнорировать. Кроме того, ученые отмечают, что даже средние вспышки могут наносить локальный ущерб, выводя из строя отдельные системы. В 2025 уже были зафиксированы события, близкие к верхней границе шкалы. А это значит, что Земля фактически живет в режиме постоянной готовности к следующему удару. Интересно, что новые спутники и обсерватории, например, Parker Solar Probe, дают ученым больше данных, чем когда-либо раньше. Но даже с этими инструментами мы пока слишком плохо понимаем, как именно эволюционирует солнечная активность. И самое тревожное, если вспышка накроет нас неожиданно, времени на подготовку не будет. Реакция будет измеряться часами, а то и минутами. Но кто именно наблюдает за Солнцем и пытается дать нам хотя бы немного форы? Наблюдатели Солнца. В космосе и на Земле работают десятки инструментов, следящих за состоянием Солнца. Это орбитальные обсерватории вроде Solar Dynamics Observatory, спутники серии SOHO, а также наземные телескопы. Их задача — фиксировать изменения на поверхности звезды и предсказывать, когда и куда будет направлен следующий выброс. Эти системы работают в тесной связке с центрами предупреждения, например, Space Weather Prediction Center в США или Европейским центром космической погоды. Когда фиксируется вспышка, информация моментально рассылается операторам спутников, авиакомпаниям, энергетическим компаниям. Однако даже с таким количеством данных предсказательная мощь ученых пока ограничена. Проблема в том, что Солнце — невероятно сложная система, и большинство процессов в его недрах остаются для нас загадкой. Интересно, что во время последней мега-вспышки системы раннего предупреждения сработали почти идеально, но даже это не позволило полностью избежать последствий. Это показывает, насколько велика разница между знанием и реальной возможностью защититься. И вот здесь возникает главный вопрос. Что происходит с самыми слабыми местами инфраструктуры? Где удар будет чувствоваться сильнее всего? Угрозы связи. Во время солнечных бурь особенно страдает радиосвязь. Ионосфера, слой атмосферы, отражающий радиоволны, сильно возмущается, что вызывает перебои на высоких частотах. Авиалайнеры теряют связь с наземными службами, радиостанции прерываются, интернет-каналы работают с помехами. GPS — одна из самых уязвимых систем. Даже небольшие магнитные бури могут сбить точность навигации на десятки метров, что критично для авиации, мореплавания и даже банковских операций. Мобильные сети и оптоволоконные линии менее подвержены прямому воздействию, но сбои в спутниковых каналах моментально отражаются на их работе. Особенно страдают удаленные регионы и морские маршруты, где нет наземной инфраструктуры. Ученые предупреждают, с развитием глобального интернета из космоса, таких как Starlink, мы становимся еще более зависимыми от орбитальных систем, а значит и более уязвимыми. Интересно, что разработчики уже начали думать о защите, но пока меры ограничены. И вот самый острый вопрос: можно ли вообще защитить энергосети от удара, который может прийти из космоса? Безопасность энергосетей. Энергетические компании уже сейчас работают над защитой сетей от солнечных бурь. Ставятся специальные фильтры, системы защиты от перегрузок, разрабатываются планы экстренного отключения. Но все это меры сдерживания, а не полного предотвращения. Проблема в том, что электросети — это гигантская взаимосвязанная система. Перегрузка в одном месте может вызвать каскадное отключение во всей сети. В Канаде уже были случаи, когда магнитные бури выводили из строя линии электропередачи, оставляя без света миллионы людей. Ученые и инженеры проводят регулярные учения, моделируют сценарии, когда мощная буря накрывает континентальные энергосистемы. Но даже в этих моделях ущерб оценивается в сотни миллиардов долларов. Важно понимать, полная защита невозможна. Слишком много переменных, слишком огромные масштабы. Все, что можно сделать, это минимизировать последствия. И тут встает вопрос, какие реальные сценарии ждут нас, если наступит идеальный шторм? Как именно развернутся события, если Солнце даст удар всей своей мощью? Реальные сценарии. Итак, что же будет, если на Землю обрушится мега-вспышка уровня Каррингтона? Сначала предупреждение от обсерваторий. Ученые фиксируют гигантский выброс корональной массы, летящий к нам со скоростью больше 1 000 000 миль в час. Времени на подготовку меньше суток. Спутники переключаются в защитный режим, авиарейсы над полюсами отменяются, энергетики по всему миру готовятся к отключению сетей. Дальше удар. Магнитосфера планеты сжимается, возмущается, пробивается. На экранах появляются невероятные сияния, видимые до экватора. Спутники теряют связь, навигация сбоит. В энергосетях индуцируются токи, превышающие безопасные пределы. Первые отключения. Канада, север США, Скандинавия.
Через несколько часов начинают рушиться банковские системы, интернет-связь. Авиаперелеты приостанавливаются, порты закрываются. Перегруженные станции связи, сервера, дата-центры выходят из строя. Начинаются перебои в снабжении топливом, продуктами, медикаментами. Если вспышка действительно уровня Каррингтона, это не просто локальный сбой. Это глобальный кризис, который может длиться недели, а то и месяцы. И самое пугающее, Масай, несмотря на все знания и технологии, мы почти бессильны перед таким сценарием. Почему же человечество до сих пор не нашло способа защититься? Что мешает нам построить действительно надежные барьеры? Защититься невозможно? Ученые и инженеры давно работают над защитой, но проблема в том, что энергия солнечных вспышек колоссальна. Чтобы полностью защититься от последствий, нужно было бы экранировать всю инфраструктуру. А это физически и экономически невозможно. Да, можно строить более стойкие спутники, ставить фильтры в электросети, разрабатывать резервные линии связи. Но если ударит вспышка масштаба Каррингтона, последствия будут все равно разрушительными. Кроме того, пока нет способов контролировать само Солнце или хотя бы точно прогнозировать его поведение. Мы можем наблюдать, строить модели, но не можем предсказать точный момент следующего мегасобытия. Многие ученые прямо говорят, солнечные бури — это один из тех космических рисков, к которому человечество просто должно быть готово морально. Полной защиты не будет, останется только вопрос, насколько быстро и эффективно мы сможем восстановить инфраструктуру. И вот тут важно оглянуться назад, чему нас учат прошлые события и какие уроки уже заложены в нашу память. Уроки прошлого. История знает не один случай, когда солнечные вспышки ломали привычный уклад жизни. Каррингтоновский инцидент – лишь самый известный. В XIX веке сгоревшие телеграфные линии воспринимались как загадка природы. Но сегодня последствия были бы куда серьезнее. Ученые изучают древние записи, данные из ледяных кернов, чтобы понять, какие события происходили до начала регулярных наблюдений. И эти данные пугают. Оказывается, в прошлом были вспышки, которые по мощности значительно превосходили даже Каррингтона. Например, так называемое событие Мияки около XII века. Если бы оно повторилось сейчас, ущерб превысил бы триллионы долларов. Главный урок — мы слишком часто недооцениваем угрозу. Пока все хорошо, кажется, что системы справятся, но как только приходит кризис, всплывают слабые места, о которых никто не думал. Именно поэтому ученые сейчас настаивают. Нам нужно инвестировать в исследования, в защиту, в резервные системы. Потому что это не вопрос «если», это вопрос «когда». Финальный вопрос. Что нам теперь делать? Знать, понимать, быть готовыми. Не впадать в панику, но и не закрывать глаза на угрозу. Ученые говорят, мы не можем выключить Солнце, не можем экранировать планету, но мы можем строить более надежные системы, учиться предсказывать бури, инвестировать в защиту. В конце концов, космос всегда был и останется непредсказуемым. Солнечные циклы будут приходить и уходить, вспышки будут бить в Землю снова и снова, и наша задача — не игнорировать их, а принимать как часть большой картины, частью которой мы являемся. Пока Солнце живо, мы живы. Но это же значит, что мы всегда будем жить под его взглядом, теплом, светом и угрозой. И здесь, на краю космоса, наш дом хрупок, и только от нас зависит, сможем ли мы его защитить.